Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Появилась инструкция на английском языке. Вот она по смене региона Galaxy Watch 3. Я решил ее экранизировать на русский язык, ну и заодно прошить свои, вернее, изменить регион на своих часах на американский. Для того, чтобы у меня было Bixby появился, ну и как вам известно, а может быть и неизвестно, то на регион американский, да, США, быстрее приходят прошивочки. Зачем вообще менять регион? Ну, как я уже сказал, для того, чтобы было Bixby, для того, чтобы быстрее приходили прошивки, ну и еще к тому же для того, если вы, допустим, в Германии купили часики, естественно, Samsung Pay у вас не работает. Если вы прошьете регион, допустим, российский, либо США, у вас это появится и будет работать. В том числе новенькие прошивки там пройдут, тогда вы сможете кислород измерять, и вот как здесь, да, ну и все остальное. Также у вас без проблем будут вставать вот такие вот программки, измерения давления, ЭКГ, там вся фигня, короче. Ну и потихонечку, значит, начнем. Смотрите, значит, будет ссылочка, в описании ссылочки будут ссылка вот на эти вот файлы, команды, потом комбинация прошивки CDB, потом прошивка стоковая, Один, ну и, как я уже говорил, команды. Вам это надо будет все разархивировать. Так, и что у нас еще? Сразу хочу оговориться, что у нас это прошивочка, вернее, инструкция для часов. Обратите, модель какая? Модель SMR840 на 45 миллиметров. Короче, другими словами, это моделька. Обязательно вы должны это учесть. И если вам надо будет на какие-то другие модельки, то инструкция вся та же самая, только разные прошивочки. Будут ссылочки также в описании видео, пройдя по которым вы сможете найти, во-первых, прошивку официальную для своей модели. Но здесь может быть скачивание платным. Хочу обратить сразу ваше внимание. А также комбинированную прошивку для часов, для вашей модели часов. Вот здесь. Все сможете найти, как говорится, и сделать как полагается. Ну, а мы с вами давайте переходим уже, как говорится, к прошивочке. Сейчас нам нужно прошить комбинированную прошивку. Для этого мы с вами что делаем? Запускаем Net1. Вот он, наш родной Net1. Далее нажимаем вот Up. Опс. И выбираем там, где вы разархивировали. В моем случае это рабочий стол. Вот эту вот комбинированную прошивочку. Хлоп. Открыть. Сейчас он прогрузится. Маленечко будет тормозить. Это как всегда, в принципе. Поэтому на это особо не обращайте внимания. Будет подтормаживать. Ну, вначале все. Сейчас он, оп, все, прогрузилась наша прошивочка. Теперь, значит, переходим мы с вами к часикам. Что нам нужно на часиках? Идем в настройки, в самый низ. Здесь, давайте вот... Мы с вами что сделаем? Отладка USB. Вы должна, вот если у вас будет здесь выключить, то вы должны будете ее включить. Это раз. Также еще нам нужно что? Идем сюда, ПО, найти, вот она, версию прошивки и по ней тапать. Включен режим разработчика. Все, теперь можем работать. Нажали две кнопочки и держим их. Держим, держим, держим. Как только появится экранчик, сейчас вот такой вот, нажимаем одну вот эту кнопку нижнюю. И нам нужен, дорогие друзья, третий пункт. На третий нажали и нажали с задержкой. Все. Перезагружается сейчас наш аппаратик. И появляется вот это окошечко. И еще нажмите пару раз, чтобы активировать создание точки доступа, через которую они и прошиваются. Все, идем на компьютер. И на компьютере смотрим Wi-Fi. Вот она, появилась наша моделька. Нажали на нее, нажали подключиться.
Все, наш аппарат подключился к модели, как вы видите. Вот загорелся, у вас и здесь еще загорится. У меня почему-то он не горит, не знаю по какой причине. Но не загорается вот в этом месте. У вас должно вот здесь еще айпишник загореться. У меня вот он где, видите, зелененький, все горит, значит все нормально. Так, остальные Wi-Fi, чтобы автоматически, не дай бог, у вас ничего не подключилось, чтобы связь не прервалась. Отключить лучше, если стоят автоматические. Теперь нажимаем старт. Оп, и ждем окончания прошивки. Все, прошивочка наша пошла, как видите, на часиках. Видно себе хорошо. Здесь вот маленькое окошко. И тоже он видно будет час, что он прошивает. Recovery, Wood, все остальное. Ожидаем, когда наша прошивочка встанет, как говорится, на место. Так, все, мы видим, что у нас все пошло дело. Здесь у нас пас. Теперь нажимаем по новой. Нам нужно перезагрузочку опять. Ждем. Так, все, сейчас наши часики перезагрузятся. И мы войдем с вами в прошивку. Кастомную прошивочку. Вернее, комбинированную. Все, вошел. Сейчас она прогрузится до конца. Здесь должны у нас еще красненькие всякие надписи показаться. Насколько мне память не изменяет, да? Все, точно. Теперь нажимаем нижнюю кнопочку. Вот они, настройки. Заходим в настройки. Setting. Далее идем мы с вами. Нам нужен вот Connect. Пожалуйста. Здесь нам нужно включить Wi-Fi. Обязательно. Включить, причем постоянно. С этим соглашаемся. Все включили. Чтобы он сразу нашел сеть, к которой мы с вами можем подключиться. А вот она. Все, подключаемся к этой сети. Готово. Как видите, подключились. Теперь нажимаем еще раз. Идем в самый низ. И вот этот адрес вписываем. Обязательно. Вы его должны также записать, чтобы не забыть. Выходим отсюда. Так, все. Теперь на всякий случай еще разочек перезагрузимся мы с вами. Чтобы уже все точно было. Теперь компьютер мы это можем уже здесь сбросить и окошечко пока закрыть. Теперь нам нужно с вами, что нам нужно? Войти в сеть, в нашу, чтобы мы были с часиками в одной сети Wi-Fi. В одной сети Wi-Fi. Так, теперь вот этот вот файл. Здесь выбираете, что для вас здесь, какой у вас на Mac, на Ubuntu, на Windows 32 бита, на Windows 64 бита. Выбираете, распаковываете. Мне нужно вот на Windows 64. Я это уже распаковал, этот файл, и закинул его в корень диска C. В корень диска C. Вот он у меня, этот файлик. Здесь нам нужно с вами дата и tools. Все, открыли. Вот это, на этом пока и остановились, как бы. Зашли, посмотрели. Так, где он у нас еще не законнектился? Ну, я думаю, что сейчас подключится автоматом. Должны подключиться, ну, можем помочь. На всякий случай, как говорится. Можем помочь. Раз. Wi-Fi включен у нас. Ищет он у нас сеть. Все, подключился. Теперь что мы с вами делаем?
Возвращаемся, а также сюда изменить регион и вот этот вот файлик запускаем. Теперь, значит, то, что у нас уже папочка есть, вот это, запускаем вот этот файл. И здесь прописываем команду, вот эту вот команду, только с вашим айпишником, который вы записали. Берете его и раз, вот таким вот макаром копировать. Вставляем его вот сюда. С буфера обмена нажимаем Enter. Все, у нас должно произойти соединение с нашим смартфоном, часами. Вот видите, соединение прошло. Теперь вводим вторую команду. Вторую команду, вот эта вот команда. Ее копируем и вводим. Хоп. Нажимаем Enter. Все, root аккаунт моды. Теперь следующие надписи мы с вами вводим. Следующие команды. Вот эту команду. Копировать. Вот эту команду. Нажимаем Enter. Так, готово. И теперь еще одну следующую команду. И также нажимаем Enter. Копируем эту команду. Также ее сюда. Оп. И теперь нажимаем Enter. Все, теперь смотрим файл, который мы с вами уже допускали. Вот здесь появилось у нас два файлика. Customer и boot. На них их надо открыть с помощью простого блокнота и произвести, как говорится, кое-какие изменения. Нажимаем ОК. И здесь меняем на HAR в моем случае. Меняем язык на английский. Хоп. И пишем HAR. HAR. И просто сохраняем. Раз. Сохранить. Второй файлик то же самое. Открываем его с помощью блокнота. Открыть с помощью. Также выбираем блокнот. Вот он наш блокнотик. Нажали ОК. И здесь также меняем регион на HAR. Но это в моем случае. Что хотите вы, это уже как бы дело ваше. Все, я меняю просто на США. И также сохраняю. И теперь делаем все в обратном порядке. Следующие команды. Мы их также вводим. Одна. Копируем. Хоп. Вот это вот. Да, все верно, нет. Перепроверим. Customer. Да, она самая. И нажимаем Enter. Чтобы обратно этот файл туда зашел, как бы теперь в часики, видите, наоборот. Копируем. Вставляем. И нажимаем Enter. Все. Теперь опять нам нужно, но только уже прошивать официальную прошивочку. Все повторяем по новой, как мы делали впервые. Так, это уже все нам не надо. Мы закрываем все с вами. Теперь открываем опять наш один. Вы сделали уже ребут. И... Так, что мы с вами берем? Теперь стоковая BL. Первая. Вводим. Раз. Он введет быстренько, войдет. АП он уже войдет, будет подольше. Потому что это самый большой файл в этой прошивке. Весит он нормальненько. Поэтому сейчас маленечко подзависнет и отвиснет. Сразу вводим заранее. Потом перейдем к часам, начнем их перезагружать. Все есть. И последний через вот этот вот файлик. Последний. Вот он. И его вводим.
Готово. Один мы с вами подготовили. Теперь переходим к часикам. Нажимаем. Держим. Опять до ребут. Как в прошлый раз. Теперь нам нужно четвертое, вернее даже пятый. Раз. Опа-на. Все, пошло. Также дважды нажали. Включаем айпишник. Запомните, первый раз третий пункт, второй раз пятый пункт. Теперь смотрим Wi-Fi. Процедура аж дух захватывает. Вот они наши часики. Подключаемся к ним. Сейчас дождемся подключения. Подключение уже есть. Вот, как вы видите, появился зелененький, да? Вот он наш зелененький. Все готово. Подключено. Теперь нажимаем старт уже основной прошивочки. Хоп. И ожидаем. Эта прошивка будет, как я уже говорил до этого, прогружаться дольше, чем комбинированная. Почему? Потому что вы видели, комбинированное было что-то гиг там 900 что ли, здесь уже 2 350 или 360. Поэтому ожидаем прошивочку. Так, прошивочка у нас прошла. Сейчас прогрузятся часики. И подключаем их к смартфону. И смотрим, как с регионом дела обстоят. Так, ребятушки, ну вот, прошивочка завершилась у меня. Пожалуйста, регион, как вы видите, стал у меня Хар. Также появилась у меня Samsung Pay, у меня было на русской версии, но появился еще Bixby. Вот так как-то все легко и просто. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.